Поезд хайпа в UFC со временем не замедляется, даруя нам все более интересные поединки. На UFC 262 фан-базу лучшей лиги мира ожидает прекрасный карт, в главной баталии которого столкнутся Майкл Чендлер и Чарльз Оливейра. Прогноз уже, кстати, есть на нашем канале. А в соглавном событии вечера пройдет не менее интересный бой с участием Нейта Диаза. Как закончится бой самого брутального бойца UFC против топового проспекта Леона Эдвардса. Присаживайся поудобнее, ставь лайк и погнали. Уж то-что, а свою порцию хайпа Леон заслужил. Боец еще в том году согласился биться с Хамзатом Чимаевым, вынудив Дану Уайта вернуть себя в рейтинге полусреднего веса. Кроме того, Леон может считаться одним из главных претендентов на титульный поединок, но ему никак не удается провести достойный бой. Что же касается Нейта, то Диаз продолжает просто быть собой. Занимается триатлоном, не ест мясо и жжет напалмом в Твиттере. Но Нейт все еще в потрясной форме, о чем нам не даст соврать Энтони Петтис. К тому же Диаз всегда в центре внимания, ибо о бое с ним заговорил сам Конор Макгрегор, а ирландец хайпом делиться абы с кем явно не привык. Сравнение бойцов. Ну что, вперед к разбору? И начнем мы его со сравнения антропометрии, где наблюдается примерное равенство. Леон выше соперника, но Нейт обладает большим размахом рук. О чем это нам говорит? Да о том, что если Леон в привычной для себя манере будет много говорить перед боем, то в клетке его накажут знаменитой стоктонской пощечиной, ибо именно для этого Нейту нужны столь длинные руки. А если серьезно, равные параметры будут не слишком удобны самому Диазу, ибо он привык биться с парнями, которые ему по антропометрии уступают. Для Леона же не проблемой будет сближаться с Нейтом и пытаться его залеживать. В то же время Нейту удобно будет обстреливать британца со всех позиций, но если проследить за боями американца, то можно заметить, что ему удобнее работать на дальней дистанции. При добивании на сближении он может оттолкнуть оппонента, дабы увеличить амплитуду удара. Так что Рич здесь играет колоссальную роль. Что там по опыту и выносливости? Понятное дело, в плане опыта к Нейту не придраться. Боец бился с лучшими в своем весе, за исключением, пожалуй, Камару Усмана. Но едва ли Диаз планирует встречаться с нигерийцем в ближайшем будущем. Повезло. По части дыхалки вопросов также нет. Не будем забывать и постоянные тренировки по триатлону, участие в соревнованиях по этому суровому спорту, да и в плане трудовой этики Диаз не так уж и плох. Еще во времена расцвета своей карьеры он буквально засыпал в зале. Сейчас же с этим дела обстоят несколько хуже. На инстаграм-трансляциях он может появиться с сигаретой, а в зале Нейт не такой уж и частый гость. Но, тем не менее, даже 5 раундов Диаз обычно проходит без проблем. Что же касается чемпионской дистанции, то дважды на ней бился и Леон. Британец выиграл как у РДА, так и у Дональда Сероне, особо не понеся урона за 25 минут боя. Дыхалку ему сбить достаточно трудно. К своим поединкам Леон подходит на пике возможностей, да и возраст бойца многое о нем говорит. В 29 лет биться с лучшими бойцами своей весовой категории и выигрывать у них. Вау, у британца точно светлое будущее. Итог по этому пункту следующий. В опыте Диаз своего соперника превосходит, а по дыхалке все неоднозначно. Рискнем предположить, что если бой дойдет до чемпионской дистанции, напомним, на 5 раундах настоял сам Нейт, то в 4-5 раундов лучше будет именно он. А теперь к самому сладкому – ударка. Бокс Эдвардса выглядит ужасно. В стойке он работает как-то лениво, как будто только проснулся и его заставили идти в октагон. У него достаточно медлительные руки, а свою оппозицию он проходит исключительно благодаря физике и качественному дифенсу. При 47% попаданий 55% ударов соперников проходят мимо Леона. Но благодаря частым тренировкам по кикбоксингу Эдвардс заметно прибавил в работе ногами. Теперь он куда чаще использует кики в своем арсенале. А если вы не помните, как Нейт проиграл Джошу Томпсону, то посмотрите на это. Из этого боя гангстер стал лучше по части защиты. Глупейшие нырки под удар соперника теперь не являются частью его арсенала. Он всегда действует от ножа и старается затащить соперника в свою игру. Не нравится биться на дальней дистанции? Окей, Петтис, вот тебе мои локти и хуки из клинча. Не нравится и это? Конор познал силу Нейта в партере. Диаз крутой универсал и один из лучших представителей старой школы в нынешнем ростере UFC. Если кто и заслуживал биться за пояс БМФ в первую очередь, то именно Нейт.
С ударкой разобрались, прогресс у Эдвардса заметный, но не определяющий, а его руки не так опасны для оппозиции топового уровня. Теперь же переходим к грэпплингу, где фаворит у нас изменился. Эдвардс обладает прекрасной базой на земле и шикарно владеет своим телом. Он буквально не дает сопернику даже подумать о том, чтобы выйти в более удобное положение, идеально контролируя корпус оппонента. Если Эдвардсу удастся, а ему точно удастся повалить Диаза, то у Нейта буквально не будет выхода из плачевного положения. Ярко о навыках Эдвардса говорит и его база бразильского джиу-джитсу. Типично для многих джитсеров, навыки перевода у Эдвардса посредственные, но на земле он способен финишировать оппозицию любого сорта. Но не стоит забывать про то, что Нейт сам является джитсером, и чтобы мы не говорили про базу Эдвардса по части приемов, он слаб. Банально накинуть замок и удержать корпус оппонента – да. Что-то круче, для этого вам надо обратиться в Дагестан. Нейт же из борьбы может устроить самое настоящее шоу, где солистом будет он сам. И пусть по части приемов мы можем сказать абсолютно то же самое, что и про Леона, но статистика не обманывает. Эдвардс в UFC выиграл только один бой с Сабом, при том, что он всеми воспринимается именно как борцуха. Будем надеяться, что борьбы в этом противостоянии будет по минимуму. Крайние бои. Бой Леона с Мухаммадом по понятным причинам мы рассматривать не будем, поэтому для разбора тактики бойца обратимся к его схватке с Рафаэлем дос Аньосом. Там Леон был успешнее в борьбе, а из-за своей физической мощи был в доминирующей позиции едва ли не в каждом раунде. В третьей пятиминутке Эдвардс активизировался, и именно третий раунд решил исход боя. Рокки почувствовал кровь и начал разбивать оппонента, потратив много сил. На чемпионскую дистанцию, тем не менее, Леона хватило, а судьи справедливо присудили ему победу единогласным решением. У Нейта же битва за пояс самого жесткого ублюдка не задалась. Создалось ощущение, что он не был готов к тяжелым ударам от Хорхе, которые раз за разом вонзались в тело гангстера. В итоге уже в первом раунде Геймбред рассек оппоненту бровь, что и привело к досрочной остановке поединка. Из позитивных моментов выделим лишь то, что в середине третьего раунда Диаз постепенно начал перехватывать инициативу и выглядел чуть свежее своего соперника. Прогноз. Чего же ожидать от поединка? Нейт не так плох в борьбе и точно лучше в ударке. Ленивый бокс Эдвардса работает по части набора очков, но потрясти Диаза он не сможет. Здесь сыграет и фактор публики. Поддерживать Диаза будут куда больше, что скажется и на рефери. И мы видим два варианта развития боя. Первый – прессинг с первых же минут от Эдвардса, как это уже было в бою между Диазом и Масвидалем. Леон будет закидывать соперника киками, а Нейт попытается от них увернуться. Если же Диаз не понесет критического урона, то на чемпионской дистанции фаворитом будет именно парень из Стоктона. Второй – борцовский и самый нежеланный для нас. Эдвардс банально повалит Диаза и будет все 5 раундов исполнять видимость борьбы, дабы судьи отдали ему победу единогласным решением. Нейт, конечно же, попытается выбраться, но Эдвардс значительно превосходит Диаза в физической мощи, так что получится выйти из захвата у Нейта явно не с первой попытки. Что же касается коэффициентов, то явным фаворитом идет молодой британец. И с таким положением дел мы не согласны, так как Нейту явно будет что показать в этой битве. Он банально бы не соглашался на бой с проспектом, если бы у Диаза не было плана Б. Именно поэтому мы верим в американского гангстера и рекомендуем поставить на его победу. Согласны ли вы с прогнозом? Пишите свое мнение в комментариях. Не забывайте про лайк и подписку на наш канал. Скоро увидимся!